Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз. Октябрь 2025, знаки судьбы. События октября. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. Что же произойдет у нас, случится в октябре месяце, каким он будет, какие энергии. И у нас сегодня две колоды. Знаки судьбы мы достанем на колоде Ленорман, которую прорисовал Чиро Маркетти, волшебный автор. Мне нравятся все его работы. Ну и Таро провидца. На Таро мы дополним то, что нам расскажут, как знаки судьбы, колода Ленорман. А я хочу сказать, что для вас октябрь – это волшебный месяц, мои дорогие, правда? Новые горизонты зовут вас, игра жизни завораживает. Да, тут надо на что-то решиться, как будто вымести все старое, ненужное, вот весь мусор, ментальный мусор, может быть, и хлам из дома выкинуть, почему нет? Может быть, решиться на этот первый шаг. Недаром тут плетка. Иногда мы себя вот как будто заставляем. Это время пробуждения. Вот действительно, пора как будто. Время пробуждения и любопытства к жизни, но и к тому, что происходит. Хочется новых именно горизонтов, нового какого-то драйва жизненного и путешествий. Не обязательно это будет дальняя дорога, но одно могу сказать точно, что-то вас невидимая сила будет поднимать и куда-то, как будто нужно ехать. Надоело вот в статике находиться, самое главное. Пусть это будут какие-то небольшие перемены. Не перемены даже в доме, кто-то мебель переставит. Поскольку вы просто чувствуете какую-то, необходимость, наверное, потребность новой встречи, нового пути, нового комфорта, нового уюта. Осень для вас, мои дорогие стрельцы. Свобода, открытие и прогресс. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Итак, первые три карты, три знака судьбы. В каких вопросах, темах вы будете принимать важные решения или решитесь на что-то? С чем это будет связано? На колоде Таро первая карта. Что нового идет на ваш порог? В чем вы, возможно, поставили точку, а оказалось, продолжение следует. Что будет продолжаться? Давайте достанем такую карту. В целом, какие энергии спешат в вашу жизнь? Хотя я обрисовала, но это больше так, знаете, на планетарных транзитах основано. И сферы жизни. Энергия любви и сфера отношений. Энергия денег и сфера финансов. Ваши достижения, сфера работы, учеба, у кого-то документы, у кого что. Итак, первый знак судьбы, якорь. С одной стороны, якорь – это может быть место нашей безопасности, куда мы после путешествий, каких-то, может быть, дорог, свершений, когда мы возвращаемся и отдыхаем. Вот может как раз и захотеться. Может быть, где-то вы побываете, и что-то вас подвигнет на эти перемены. Так тоже бывает. Мы что-то увидели, и нам хочется сделать еще лучше. И причем это сделать в своем, к примеру, доме. Очень часто якорь говорит, даже если мы дома и никуда не едем, значит, что-то вы там дома будете переделывать, или это может быть связано именно с тем, что вам захочется перемен. Девятка, пик. Но пики в данном случае, как и мечи в Таро. Иногда пишут: ой, у меня одни мечи-то. Это прекрасно. Мечи – это олицетворение интеллекта, это именно мысль наша. Причем не в разрезе шаблона какого-то, как сознание, да, сознание – это привычка, а это более высшее знание, когда это что-то новое мы узнаем. А 9 – вибрирующее число, с одной стороны. 9, да, перемен мы говорим. А если мы карту перевернем, 6, а 6 – это победа. Поэтому это вот к новым берегам, может быть, бросить этот самый якорь. Или буквально это будет касаться стабилизации какой-то темы, когда хочется, построить некий базис. Может быть, это для вас совершенно необходимо, чтобы чувствовать больше уверенности. Но и если мы говорим о вашей уверенности, то это вот как раз этот якорь и есть. Давайте второй знак судьбы. То есть какие-то материальные темы, в которых вы должны быть абсолютно уверены. Вот тут без риска.
Ну, я так вижу больше материализм, безусловно, по этой карте. Ну, понятно, это мы ментально принимаем какие-то решения, да? Вот, с чем-то, помимо того, что, может быть, свобода, новые горизонты вас зовут, но так это, знаете, тылы ваши должны быть крепкие, хочется сказать, знак судьбы. Ну и все то, что я говорила, это элемент новизны, карта ребенок. Это новое открытие, это новые встречи, это новые отношения. Это просто новые какие-то горизонты, новые возможности, а главное желание перемен, перемен хороших, добрых именно. Но это интерес и любопытство к жизни, вот такой знак судьбы. Как будто тебя ждет некоторое обновление, и энергии будут именно такие. Поэтому лови вот это вдохновение, стрелец, или лови где-то эту возможность. Пространство вам будет откликаться на всякого рода инновации, на изучение чего-то нового. Может быть, когда вы даже задумаете какое-то совершенно новое дело, как с нуля, с новой точки отсчета, начинаете. Вам самое главное где-то не закопаться в прошлом. Вот туда вам как будто не надо. То, что суждено, оно будет продолжаться. Вот и карта якорь говорит об этом. Но все равно внести свежее дыхание как будто в свою жизнь. Или свежий ветер, да. Может быть, это и касается вопросов дома. У кого-то конкретно вопросы, связанные с детьми. Особенно для тех, кто, ну, или в паре, или пусть даже не в паре, но дети ваши взрослые. Может быть, это взрослые дети. Или дети помладше. Ну, есть то, может быть, чем занимается ваш ребенок, и то, что будет интересно вам. Или иногда с детьми к нам тоже приходит вдохновение. Они видят мир совсем не так, как видим мы. И вот они хотят что-то создать. И когда мы включаемся в этот процесс, мы прямо тоже и душой молодеем. То есть дети для кого-то из вас действительно это такое любопытство к миру. Ну, давайте третий знак судьбы. Да нет для вас ничего невозможного. Кстати, приятное общение. Для кого-то из вас знакомство новое. Знакомство именно в путешествиях, аркан-звезда. Причем много людей будет, много общения будет. Что-то вас будет вдохновлять. Вы можете встретиться с таким человеком, который не в ваших энергиях. Чем-то он вас заинтересует. Либо ходом мыслей, либо тем, что, ну вот чем-то, вот, да, может быть, то, что вы просто чувствуете, а предпосылок каких-то явных не будет. Как будто, знаете, вот, как мы говорим, меня что-то зацепило. Вот вас точно зацепит, и не единожды, это факт, но через общение шестерка червей. Это могут быть приятные дороги, опять же повторяюсь. Кто-то задумается о переезде, переезде далеко. Или какой-то сумасшедший план может родиться в голове, который прежде вы даже не рассматривали. Это может быть связано с путешествиями, а у кого-то это может быть как новая работа или работа на дому из любой точки мира. Вот есть тут вопросы, которые могут быть где-то перемежаться вот с этим якорем, как будто, может быть, мне бросить этот якорь в другой стране. Вот почему нет? И вы будете продумывать, как это осуществить, как там и работу себе обеспечить, какие согласования, какие документы, а куда. То есть какая-то идея рождается неожиданно, но ее следует продолжать. Вообще здорово. С вдохновением будет полный порядок. Ладно, давайте мы узнаем, что же там нового идет на ваш порог. Тут прям бежит что-то на ваш порог. Ну вот смотрите, по рыцарю мечей иногда это мы сами понимаем, что или я сейчас на что-то решаюсь, или никогда. Или я сейчас буквально отправляюсь в какую-то инстанцию, мечи все же, да. Есть какая-то тема, которая требует рационализма. То есть тут не про эмоции вообще ни разу. И пусть она будет связана именно с перемещением. И иногда именно в этой колоде я уже заметила о либо дистанции говорят, либо быстрый такой сбор и действительно какие-то поездки, перемещения, переезды. И вы понимаете, тут главное, как будто нельзя упустить момент. Но это та карта, по которой мы ищем правду, истину, мы ее находим. И это тоже может быть как побудительный мотив. Но мы ведь спросили, какие энергии, что нового идет, точнее, на ваш порог. И здесь может олицетворение быть конкретного человека. Я, кстати, не исключаю для тех из вас, мои дорогие стрельцы, кто руководитель. Ну, пусть это такое ваше звено, которым вы руководите, не очень большое, но иногда по этой карте идут проверяющие.
Но вам, значит, каким-то образом будет интересен этот человек. Нет никакой конфронтации, нам говорят. Но иногда, знаете, это люди, тоже есть такое значение бунтарь без причины, который буквально врывается в нашу жизнь бегом. Но я такое не исключаю. Случайное знакомство. И даже пусть это проверяющие, нам ведь не говорят, что это плохо. Да, чаще они, конечно, приходят настроенные так, они, ну, не всегда лояльно уже там что-то. Они собираются написать, да, то есть в каком-то ключе они задумали. Но кто знает, у вас такие карты, посмотрите, стабильные. Поэтому я могу предположить, пусть даже начинается с такой, с какой-то обособленности, да, если контакт с человеком. Может быть, просто это в путешествии где-то. Вы знакомитесь с человеком, ну, который, может быть, и на вид выглядит где-то так хмуро, или вам, может быть, кажется, что он за вами пристально наблюдает, да, а он просто в других энергиях, он что-то вот анализирует. Но вполне вероятно, из такой дружбы или с такого знакомства выйдет как раз вот эта, ну, длительная дружба, причем спонтанная. Это карта спонтанности, поэтому что нового идет на ваш порог, вот эта быстрота, скорость, спонтанность. В чем вы поставили точку, ну, а продолжение будет следовать. Ну, наверное, то, что важно, да, как и по якорю. Вопросы денег, безусловно, вопросы дома, вопросы семьи, личной жизни. Откуда деньги к нам приходят? Ну, десятка пентаклей– это, знаете, ну, как продолжение, может быть, вашего рода занятости, которая на сегодняшний день приносит вам доход. Может быть, вы что-то новое будете рассматривать? Ну, и это пока не бросишь. Значит, уже где-то предусматривается в октябре. С одной стороны, кстати, по этой карте обещают нам, ну, хороший эквивалент в финансах, это правда. Если, к примеру, были, ну, какие-то ссоры, конфронтации, да, даже в вашей семье с родственниками, безусловно, мы можем договориться. Здесь самое главное, десятка пентаклей, еще итоговая карта. Это тот итог, который нам нравится. Поэтому что-то будет продолжаться, и вы это видите рационально, зачем вам это нужно, и итог вас будет радовать. В целом, какие же энергии идут в вашу жизнь, на ваш порог? Вот как будто нас карта притормаживает, да. Иногда бывает, что некоторые задержки, но вот эта карта может проиграться со знаком плюс, когда, ну, к примеру, когда вы ждете какой-то документ, и там четко, я обычно называю это регламент, таким словом. Прописано количество дней, когда мы должны эту бумагу дождаться. Но все же основное это ведь значение семерки пентаклей. Мы ждем, когда плоды упадут к нашим ногам. И нам карта говорит, что ты должен это денежное дерево еще вырастить. Это тоже где-то сродни регламента, то есть есть какие-то процессы, которые мы ускорить не можем. Более того, мы еще должны за этим ухаживать, вот как за этим денежным деревом. Поэтому для вас настойчивость, мои дорогие, в каком-то вопросе, когда, может быть, вы интуитивно чувствуете, вот это надо продолжать, вот это и продолжайте. Здесь, как и деньги, буквально финансовая ситуация, ну, она будет вас больше радовать, но есть еще какой-то проект, который обязательно должен быть продолжен. Плоды не сейчас. Видимо, вот эти у кого-то плоды от прежнего рода занятий, но, может быть, это что-то вторичное, то, что вас интересует, или какая-то задумка. Пусть это будет буквально одно касаться работы, а другое будет касаться дома. Ну, значит, одно вы будете стабилизировать, сохранять, вот как по этому аркану. Но вот это вдохновение нужно обязательно развивать, потому что тут прямо большому кораблю большое плавание. И ведь карта «добрые дела наспех не делаются». Вот, кстати, такой момент. Примите это тоже к сведению. Сфера любви, отношений. Ну, вот какая-то была девятка мечей, это всегда больше о прошлом. Или карта искаженного восприятия, мы тут что-то думаем, передумываем. Нам карта говорит однозначно, открой глаза. То есть мы тут можем устроить себе какую-то ненужную философию, а на самом деле как бы ситуация-то она другая. И вот смотрите, прям перевернулись карты. Да, мы, может быть, какая-то пауза у вас, бездействие. До этого времени вы, ну, не хотели знакомиться. Может быть, прежняя история была грустная по разным причинам. Меня смотрят люди из разных стран. Может быть, это вы уже разуверились. Или внутреннее состояние апатии после
сложных отношений, или когда человек ушел, ну, или вообще ушел, или просто вот связь ваша прервалась. А здесь как будто нам говорят, что взамен вот этих разочарований и затянувшейся паузы, ведь это правда, по четверке мечей мы складываем оружие. Работа буквально, да, какое-то продвижение. Это карта профессионала. Одна из лучших карт колоде на деньги, на работу, тем не менее, да. Ну, или мы говорим отношения, над отношениями нужно работать. То есть это должен быть какой-то обмен. Не все бывает так, как мы хотим, согласитесь. Мы людей себе представляем с одной стороны, они нас как-то видят в другом, может быть, свете, но тем не менее. Если у кого-то, мои дорогие, были ссоры, неважно с кем, это именно личные отношения. Посмотрите, карта мир. Примириться можно. Это просто где-то олицетворяет работу над отношениями. Ну, давайте я сама достану карту. Это вот вообще о чем нам говорят. А вот сепарация, наверное, это только лишь иллюзия. Посмотрите, нам нужно что-то продолжать. Может быть, иногда я говорю, карта жонглера, словно сидеть на двух стульях. Но, видимо, и конфронтация-то она ни к чему не ведет. Договариваться, мои дорогие, придется. Потому что если будем давить авторитетом, ну, вряд ли тогда нам как-то это поможет. А, кстати, для тех, кто один или одна, тут и правда иногда двойка пентаклей – это карта спонтанного маршрута, легкости на подъем. Так вот, я тут вижу, особенно для тех, кто один или одна. Я думаю, что для тех, кто в паре, нам уже тут сказали и про детей, да и про семью тоже. Но вот для тех, кто один или одна, открой глаза и как будто увидь новые горизонты. Позволь людям новым войти в твою жизнь. Ну, как-то разнообразь. Хватит уже как будто вспоминать о прошлом. Это уже условно, вот как птицы, да, все это уже пронеслось, все это улетело. Теперь не имеет никакого значения. Но от того, насколько ты легок на подъем, может состояться, правда, в поездке или какая-то встреча, может быть, это вечер, может быть, вас куда-то пригласят в гости. Одним словом, мои дорогие тельцы, вам категорически противопоказано сидеть на месте, это точно. Ладно, давайте узнаем, а что ж там на гроши, что ж там на деньги. На деньги у вас деньги. Опять же, десятка пентаклей, туз пентаклей. Это возможности. Это может быть и новая работа, или новый вид деятельности, дополнительный заработок. Вы можете начать что-то изучать по части финансов. Ну, может быть, у кого-то это финансовая грамота какая-то, да, грамотность я имею в виду. То есть вы что-то осваиваете новое или как новый способ заработка, может быть, и на дому, кстати, у кого-то, как дополнительный доход. Но на деньги здесь вам словно еще и высшие силы помогают. Отчасти. Посмотрите, здесь пентакль представлен как зернышко. И вот слабенькие пока корешки и такие малюсенькие росточки. И здесь нам тоже ухаживать нужно. Вот за какой-то своей финансовой темой или темой развития, может быть, личного дела или построения карьеры. Но нужно еще будет прикладывать усилия. Добрые дела на спех не делаются. Но если мы ухаживаем, возможность будет, это точно. И деньги-то тоже будут. Но две карты, которые вас приглашают, мои дорогие стрельцы, смотреть на перспективу. Не совсем в этом дне. То есть нужно понимать, что ведет к вашему прогрессу. И вот эта возможность, она обязательно будет. А я думаю, не одна. Ваши достижения. Четверка жезлов. Праздник после победы. Кстати, это могут быть для кого-то из вас подписание важных документов по части недвижимости. Иногда четверка жезлов о нашем доме. Или, ну и правда, у кого-то дома там вы наводите не только порядок, а может быть что-то там вообще кардинально переделываете. Ну, эта карта жезловая, а жезлы это у нас, конечно, именно и есть и достижения, и дела, и согласования, и наши планы. И здесь есть определенно какая-то победа. Более того, и еще есть и праздник. По сути дела, четверка жезлов – это и есть где-то олицетворение якоря. Стабилизация. То есть тот пункт места стабильности, порядка, гармонии, как вам нравится. Или, по крайней мере, вы будете к этому стремиться. Но в октябре возможности есть. Желание, вот этот душевный импульс определенно точно есть.
Ну и пространство же вам откликается тем, чтобы как можно больше у вас что-то состыковалось, как и в октябре, и приглашает вас посмотреть немножечко дальше. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.